Всем привет! Вы снова на моем канале. И сегодня мы опять сделаем крутую подделку-самоделку из доступных и дешевых материалов. Сейчас стала набирать популярность такая вещь, как биокамин. Если кто не знает, это камин, который горит дома и не выделяет вредного дыма. И его можно использовать в закрытых помещениях. Но такие биокамины стоят очень дорого. Конечно, их можно приобрести в супермаркетах или специальных интернет-магазинах. Но в этом видеоролике я хочу показать свой вариант биокамина своими руками. Для того, чтобы сделать мой вариант биокамина, я в гараже у отца достал вот такую жестяную баночку от моторных масел. Сейчас производители современных моторных масел, некоторые из них производят их именно в вот таких жестяных банках, которые после замены масла просто выкидываются и никому они не нужны. Но я как раз буду использовать ее как наше основание. Она была вся покрашена, и я при помощи обычной дрели, шуруповерта и вот такой насадки счистил всю краску. Также, если кому интересно, данная баночка у меня на 1 литр. Но кто захочет сделать камин больших размеров, можно взять 5 литров или 4. Это уже по вашему желанию. Также внутрь этой баночки будет вставляться вот такая маленькая. Это бензин для заправки зажигалок. Точнее, просто пустая баночка. Я ее подрежу и вставлю внутрь, что создаст небольшую платформочку, в которую мы будем заливать нашу биожидкость. Также эту баночку можно заменить любой консервной банкой, которую вы найдете. Как видите, маленькую баночку я еще не зачистила, чтобы показать все вам наглядно. Делаю я это для того, чтобы, когда при горении краска начнет гореть, чтобы она не выделяла токсичных веществ. Именно поэтому я ее зачищаю. Обязательно техника безопасности. Вот все и готово. Я ее отшлифовала, освободила от краски. Также, если у кого-то нет такой насадки или шуруповерта, это вполне можно сделать обычной наждачной бумагой, вручную. Правда, будет немного подольше, но эффект такой же. Сейчас я маленькую баночку разделю пополам. Сделаю я сначала это при помощи карандаша и линейки. А сейчас я распилю ее напополам при помощи инструмента болгарки. У кого нету болгарки, можно воспользоваться ножницами по металлу. Но это также будет дольше и тяжелее. Берем болгарку и начинаем пилить. Я распилила ее пополам. Теперь нужно просто немножко ее... Вот и все. Она разделена у нас на 2 части. И одну из них мы будем использовать как емкость для биожидкости. Поскольку при распиле у нас тут остались небольшие заусенцы, за которые можно очень сильно пораниться, я при помощи обычной наждачной бумаги немного почищу их.
Теперь нам нужно сделать прорезь в большой банке основной посередине под нашу чашечку. Также я обведу ее при помощи карандаша и сделаю прорезь при помощи болгарки, опять же. Приступаем. Также я убрал мешающееся нам горлышко и сделал небольшие пропилы 2 мм, 2-3 мм по краю, для того, чтобы после того, как я их загну при помощи пассатиж, она вот так вот легла сюда и держалась бортиками в основании. Этим я сейчас и займусь. Все у нас отлично вписалось, лежит, но вот эти выпирающие бортики я также спилю болгаркой, чтобы они нам не мешали. Вот я отпилил наши мешающие элементы, и теперь смотрите, как это будет выглядеть, ну, практически окончательно. Вот таким вот образом она там помещается и лежит. Сюда, как я уже говорил, будет жидкость наливаться. Чтобы это выглядело красиво, я позже это задекорирую. А сейчас я приступлю делать как бы такую решеточку для будущего огня, чтобы это выглядело красиво. Для этого я взял вот такой вот элемент для гипсокартонных профилей. Он стоит в районе 50 рублей и идеально подходит нам в качестве небольшой решеточки. Тут как раз есть дырочки, и он по ширине идеально сюда подходит. Вот таким вот образом. Поскольку нам не хватает одной части, я сделаю его как бы из двух. Для этого также отпилю их болгаркой. Вот я сделал импровизированную решеточку. Она нужна для красоты и для того, чтобы в чан с горючей жидкостью не попадали ненужные предметы. Для того, чтобы задекорировать наш биокаминчик, я воспользуюсь обычными камнями, которые не горят, потому что они настоящие камни, они не подвергаются огню. Я их выложу наверх. Фиксировать я эти камешки буду на вот такой вот герметик. Автомобильный герметик. Почему именно него? Ведь я боюсь, если я приклею камни на горячий клей, то при воздействии жара наша площадка, когда нагреется, они просто распадутся, расплывутся. А тут на самой упаковке написано, что он термостойкий. Значит, выдержит нагревы нашей площадочки. Именно на него я сейчас буду клеить каждый камушек.
Вот я и обклеил верхушку нашего будущего биокамина. И теперь нужно время, когда герметик засохнет. Это примерно где-то полчаса. В качестве топлива для нашего биокаминчика можно использовать специальный раствор, который продается также в интернет-магазинах на заказ. Но у нас все проще, и для этого я буду использовать вот такой вот раствор для наружного применения, который по своему составу напоминает обычный спирт. Он горит, не выделяя вредных паров и также запаха и дыма. Именно его я буду использовать. Данный раствор можно приобрести в практически любой аптеке. Откроем наш раствор и аккуратненько зальем его в наше отверстие. А сейчас самое интересное. Берем спички и длинную палочку, чтобы аккуратно поджечь и не обжечь руки. Вот так горит наш биоогонь, биокамин. И я убрал вот эти вот пластинки, решеточки, которые находились у нас внутри. Ведь при первом розжиге огонь не хотел гореть, и ему что-то мешало, не хватало кислороду. После того, как я их убрал, как видите, все прекрасно горит, и ему ничего не мешает. Поэтому, если кто-то надумает делать такой биокамин, берите или решеточку побольше, у которых побольше диаметр отверстий, или делайте так, как я. Сейчас я покажу вам его со всех сторон. А также выключу свет. Вот так он горит. Если вам видно, могу еще сделать вот так. Вот такой огонь. Ну, а там уже решайте сами, кому нравится такой вариант живого огня. Посмотрите, сегодня мы сделали эффектную и оригинальную подделку из настоящего металла, из натуральных камней и антисептической жидкости. Ну а теперь поговорим о безопасности. Так как это настоящий огонь, и особенно если вы ребенок, то нужно это делать под присмотром взрослых. А если даже вы взрослый, то имейте в виду, что такая жидкость может при неаккуратном использовании даже взорваться. А если вы разольете ее на поверхность во время того, как она будет гореть, загорится все вокруг. И под рукой нужно всегда иметь средства для тушения. Например, огнетушитель, воду или песок. Иначе все может закончиться очень плачевно. Ну, всем пока-пока, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, встретимся в других видеороликах, и там мы сделаем еще что-нибудь прикольное и интересное. До новых встреч!